Друзья, всем привет! В этом видео покажу, как сделать очень просто, без специальных инструментов и швейной машинки, сумочку в стиле Bottega Veneta буквально за пару-тройку вечеров. На сумочку с такими параметрами у вас уйдет около 40 дециметров квадратных. Это отмечается обычно на шкурке. То есть тут идет двойная площадь, потому что есть плетение. Здесь я буду загибать край, поэтому отступаю от вот этого ровного края 2 сантиметра. Тут я буду делать загиб вот таким образом. И дальше размечаем и делаем прорези, как в видео про плетение. Оно подробное достаточно. Там я показываю, как сделать такой шаблон очень быстро. В предыдущем видео вы найдете туториал, как пошагово сделать плетение антричиата в стиле Bottega Veneta. А здесь я покажу именно, как собрать такую вот несложную небольшую сумочку. На нее у меня ушло 2 вечера, но у вас может быть больше, потому что я уже больше 10 лет этим занимаюсь, поэтому уже как бы руки привыкли делать это быстро. Вот это раз попробуйте, и потом уже для вас, в принципе, ничего такого сложного не будет. Вот здесь я как раз загибаю это все дело, чтобы край был аккуратный, красивый. Выбирайте клей быстрый и такой, который может приклеить кожу. Здесь по принципу такому же, как и в прошлом видео, мы вот эти края оставляем наверху над полотном, выправляем их, если они где-то получились под полотном. И вот таким вот образом приклеиваем их аккуратно к обратной стороне. И у нас получается красивый аккуратный край. Еще такой край позволяет сшить изделие вручную очень быстро и легко, и аккуратно, то есть не видно будет шва. Здесь я захотела оставить бахрому. Вы, в принципе, можете ее точно так же загнуть на этом крае или оставить, как я. Если оставляете бахрому, то тогда вот эти вот полосочки для от плетения приклейте к основе, чтобы они не поднимались больше, чем нужно. Вот таким вот образом. И вот этот вот уголок, который у вас остается открытым, его нужно тоже вот так вот внутрь подклеить. Так будет выглядеть более аккуратно. Теперь можно выровнять бахрому. Так обычной линейкой, разметочной ручкой. Разметили и лишнее обрезаем. Друзья, вот мне захотелось сделать скошенный край. Но это, кстати, совсем не обязательно. Вы можете для начала попробовать просто сделать ровный край. То есть крышечка у вас будет не скошенная, а ровная. Тогда у вас получается ширина 27 сантиметров, а высота 46 и там, и там. И крышечка будет просто закрываться на один магнитик посередине. Вот. Но я вам покажу, вот как сделать еще со скошенным вот таким вот краем. Для подкладки я использую плотную плащевку для пошива сумок. Она не сыпется. Если подплавить все края зажигалкой, то остается вот такой красивый ровный край. Подкладка у вас получается 27 на 36 сантиметров. И по верхней части выкройки вы делаете вот такую вот деталь из кожи. Вот четко по выкройке вырезаете. И немножечко с запасом, чтобы эта подкладка была под крышечкой этой кожаной. И для начала можно приклеить вот таким образом аккуратно подкладку к низу. Можно простучать молоточком, если у вас есть. Только пока нижний край, потому что нам нужно установить замочки. Для того, чтобы установить замочки, нужно понять, где они будут у нас. Находим сначала вот этот вот край скошенный, то есть противоположную сторону той, где короче крышечка. И вот так приблизительно вот на таком расстоянии, там получается где-то сверху сантиметра 2 и сбоку сантиметра 2, ну это приблизительно.
Придавили этим замочком, крабиком. Крабик с усиками, по-моему, называется. Вот, убрали подкладку, чтобы ее не повредить. Сделали 2 отверстия ножницами и вставили. Вот таким образом. Это магнитные крабики. Ну, знаю, что крабик с усиками. Вот как-то так у нас называется. В комплекте у них идет вот такое вот колечко. На обратной стороне вставляете усики в колечко и загибаете их на внешнюю сторону. И теперь можно поставить вторую часть замочка, она будет вот здесь. Чтобы понять, где ее ставить точно, приложите вот таким вот образом вот эту верхнюю часть. Вот так. Вот. И придавите хорошенько. У вас отпечатается кружочек вот этого замка. Вот вы по краям все поравняли, посмотрели, чтобы все ровно. Вот, видите, остается отпечаток. На него можно вот так надавить второй частью замочка. И по тому же принципу сделать отверстие ножницами и вставить вторую часть замочка в верхнюю часть. Друзья, я всегда стараюсь ускорять видео, чтобы оно не было 1,5 часа. Если вам что-то непонятно, что-то было слишком быстро, вы всегда в правом верхнем углу видео можете нажать на значок и выбрать скорость воспроизведения, замедлить видео там в 2 раза или наоборот ускорить. Это всегда возможно на YouTube. Так, теперь я ставлю второй замочек, отмечаю его вот здесь, где у нас скошенный край, где у нас длиннее крышечка. Точно так же продавливаю. Делаю отверстие и ставлю верхнюю часть. А нижнюю всегда примеряйте, лучше несколько раз примерить, чтобы не промахнуться. Я решила приклеить сначала эту часть, чтобы мне ничего не съехало в сторону и было четко видно, куда поставить вторую часть замочка. Теперь я закрываю крышку и хорошенько придавливаю, чтобы остался след от замочка этого вот здесь, вот, чтобы было четко видно, куда разместить вторую часть замка. Вот кружочек получился, я теперь точно знаю, что замочек должен быть вот здесь. Можно так сделать несколько раз, чтобы точно разместить вот эту вторую часть. Убираем подкладку и таким же образом устанавливаем вторую часть второго замочка. Напоминаю, что в принципе можно не морочиться с таким скошенным краем, сделать его ровным и установить посередине один магнитный замочек, и все. Когда замочки установлены, можно приклеить подкладку и потом приклеить вот эту вот кожаную часть, обратную сторону крышечки сумки. Хороший мне в этот раз клей попался в хозяйственном магазине, стоит 3 копейки и быстро, хорошо и прочно все клеит. Ищите такие вот суперклей быстрый в хозяйственных магазинах и обязательно проверяйте его потом, как он приклеивается. Возьмите 2 кусочка кожи или кожзама, смотря из чего вы делаете, и попробуйте, просто ну, чтобы вы понимали, подходит он вам или нет. Этот клей оказался настолько прочным, что когда я склеила швы сумки, он так хорошо держал, что можно было, в принципе, не сшивать ее, потому что, ну, она маленькая, там нет на ней какой-то большой нагрузки. Ну, я уже так не поленилась, сшила и как раз вам показала. В этом видео увидите, как сделать вот этот незаметный шов. Вот здесь я аккуратно приклеиваю, вот, чтобы и четко пришить, и лучше держалась. С одной стороны хорошенечко и с другой стороны. Вот, видите, как хорошо держится, даже не отрывается. Ну,
Кому повезет также с клеем и будет лень прошивать, то можно и не прошивать. Ну, покажу все-таки быстрый способ. Обычная игла, хорошая крепкая нитка, кажется, нейлоновая. Вот, продается в магазинах с кожей, с какой-то фурнитурой. Ну, можно, в принципе, любую нитку синтетическую. Главное, чтобы она была прочная. Вставляете вот сюда вот под полосочкой. И потом возвращаетесь с другой стороны. Вот таким образом. И тоже под полосочкой протягиваете. Так у вас и узелок прячется. Так, зафиксировали. И опять возвращаетесь туда же, под эту полосочку. Вытягиваете ниточку. Подтягивайте хорошенько. И опять вниз через полосочку прячьте нитку. Вот. Ну, вы по сути ничего не прокалываете. Вы просто протягиваете нить под полосочками. У вас нитка получается только вот посередине. Когда вы тянете к другой полоске, но ее практически не видно. Особенно если вы цвет хорошо подобрали нити, то вообще ее не будет заметно. То есть вверх через полоску, ну под полосочку, и потом вниз под полоску. Подтянули. Опять в следующую вверх под полосочку. Подтянули и вниз под полосочку. Можно, в принципе, между полосками делать еще вертикальный такой стежок, чтобы было покрепче. Вот так вот. Ну, может, у вас изделие побольше, да, и вам хочется, чтобы оно было надежнее пришито. Тогда вы можете вот между вот этими полосочками еще делать маленький незаметный вертикальный шовчик. Вот, его видно тоже не будет и будет аккуратно выглядеть край изделия. Ну, вот таким образом дошиваем до конца и там хорошенько фиксируем нить. Там уже желательно проколоть кожу 2 детали и таким вот небольшим швом зафиксировать нить, несколько узелочков сделать. Вот моя нить, например, она нейлоновая, чем она хороша. Вы потом, когда ее зафиксировали, оставляете маленький хвостик и зажигалкой его подплавляете. Он превращается просто в такую пластиковую точечку. Обычно для кожаных изделий, для прошивания используется как раз вот такая вот нейлон, или полиэстер, или нейлон. Вот, ну, искусственная нитка, короче говоря. Она хорошо подплавляется зажигалкой. И вот, как видите, в принципе, не имея никаких дополнительных специальных инструментов, машинки швейной, специальной для кожи, можно быстренько себе вот таким вот способом сшить клатч. Напоминаю, можно это делать со старых кожаных курток. Все очень отлично получается. Видео про плетение я, по-моему, делала сумочку из штанов кожаных. Если вам будет интересно посмотреть еще какие-нибудь простые выкройки для такого плетения, для таких сумочек, пишите в комментариях. С удовольствием сделаю для вас видео еще на эту тему.